Всем привет! Сегодня будет влог максимально простой, максимально лаконичный. В нем я отвечу на 3 вопроса, которые мне чаще всего задают. Я приперлась на какой-то черт на набережную. Здесь очень холодно, и у меня уже замерзли руки, но тем не менее вы должны, помимо моих вопросов, знать еще одну вещь. Это у нас с вами Народный театр. Прямо около него есть вот такая вот дорожечка, по которой вы можете прийти в этот маленький уютный парк. С него можно делать очень красивые фотографии, потому что здесь открывается очень красивый вид на Пражский град, на набережную. И в целом по весне и летом здесь очень-очень уютно. И причем, смотрите, ладно, окей, сейчас просто холодно, здесь нет людей, но при всем при этом стоит это место помнить. Когда я выходила на улицу, я не думала, что 2 градуса это настолько холодно. Жесть. Поэтому это будут максимально быстрые вопросы и ответы. Так сказать, блиц-опрос. Значит, первый вопрос, который меня часто спрашивают, это то, что я бы могла посоветовать, когда человек только переехал в Чехию. Вообще, я бы, наверное, это отнесла к любой стране, не только к Чехии. Это может быть абсолютно все, что угодно. И самый главный совет, который я дала бы новичку, тому, кто только переехал в Чехию, это то, что нет ничего невозможного. Все, что связано с вашими документами, оно все решаемо. Абсолютно все. Если вы понимаете, что вы где-то что-то не доучли, что-то там просрали, не сдали экзамен, вас отчисляют, не сдавайтесь, пожалуйста, все решаемо, абсолютно все. Идите к адвокатам, к юристам, пишите апелляции, разговаривайте с университетом, ищите способы решения, они всегда есть, всегда. Не нужно сразу после первой неудачи сдаваться и уезжать домой. Домой вы сможете вернуться всегда, а вот вернуться сюда сможете уже не всегда. Поэтому не сомневайтесь абсолютно в себе. Никогда старайтесь сделать все возможное для того, чтобы вы смогли остаться здесь. Ой, а туда можно проходить? А если я пройду, то я упаду. Но мы же не хотим, чтобы я упала, правильно? Правильно. Значит, первый главный совет и, наверное, единственный, который я хотела бы реально дать тому, кто только переезжает, то, пожалуйста, да, не бойтесь. Просто делайте, как подсказывает вам ваше сердце, ваша интуиция. Вы всегда знаете лучше, что... Ой, как красиво! Вы всегда знаете лучше, что нужно делать. Я не собиралась приходить именно в это место, но мои ноги привели меня сюда, и здесь, посмотрите, здесь невероятно красиво, ребят. Как от этого можно отказаться? Не нужно от этого отказываться. Старайтесь всегда в своей жизни прикладывать максимальные усилия к достижению результата. Как лучше всего учить чешский язык? Честно, я сказала бы, наверное, по себе. Именно я говорю про базу, чтобы вы смогли коммуницировать с людьми, чтобы вам было как-то проще находиться в этой стране. Например, выбрала вариант с репетиторством. Не какие-то приложения, еще что-то, а именно где вам человек 1 на 1 быстренько объяснит нужные вещи, подстроится под вас. Есть, конечно, курсы, еще что-то, и многим это нравится. Но мне кажется, если вы хотите быстро получить результат и выучить исключительно базу для себя, то идти в своем темпе вам поможет только индивидуальное занятие с преподавателем. Причем я учила язык так, что я сначала его выучила в России, а потом уже переезжала. То есть я не здесь шла на языковые курсы и изучала язык. Конечно, так тоже можно сделать. Все зависит от того, каких результатов, наверное, вы хотите добиться и к чему вы хотите прийти. Мне нужно было просто определенный уровень для поступления в определенное заведение. Соответственно, для меня это был самый быстрый и эффективный способ. Но да, наверное, чтобы базу выучить, лучше пойти все-таки к репетиторам. Это лично мое мнение. Потому что так вы быстрее выучите то, что нужно именно вам. У каждого база своя. Для кого-то база — это просто спросить в магазине какого-то там совета, вопроса. А для кого-то база — это уметь разговаривать, я не знаю, там, на какие-нибудь высокополитические темы. Все зависит от ваших запросов.
третий, наверное, самый странный вопрос. Чем заняться в выходные, чтобы почувствовать страну? Я бы сказала пойти в какую-нибудь пивнуху, в какую-нибудь господу чешскую, потому что, ну, как бы чехи, я бы сказала, сами по себе, наверное, такие консерваторы. Не все, конечно, но в большинстве своем. То есть они, скорее всего, будут ходить в один и тот же ресторан. Они, скорее всего, будут брать одно и то же пиво. И поэтому, чтобы понять именно культуру, наверное, стоит вечерком пойти на кружку пива, познакомиться с чешским населением и, наверное, как-то больше оно все поймется. Был случайно найден самый большой трудельник, который я встречала в Праге. Он размером с мою голову и стоит так же, как стоит обычный трудельник. Посмотрите на него. Очень большой и вкусный. Офигеть, я реально никогда не видела такого большого трудельника. Один раз видела чуть-чуть поменьше, он был тоже на ярмарке, назывался Божский. Помните, мы ходили, когда искали, я его не нашла. Да в этот раз, получается, прям в торговом центре. Он, конечно, не с пылу с жару, но большой за ту же цену. Мне телефон предложил какой-то режим движения. Я надеюсь, он запишет абсолютно нормально. В общем, первое — это отправиться в чешскую господу, выпить пиво с местными. Второе, я бы в выходные сходила бы на какую-нибудь ярмарку, потому что там вы сможете понять, что именно предлагают чешские люди. Потому что, как правило, ярмарки — это от типа чешских дизайнеров, условно. Я решила начать делать какие-нибудь украшения, я буду на ярмарке. Я приготовила печеньки, я буду на ярмарке. То есть вот такого контекста. О, господи, посмотрите на эту красоту. Ёлочка. Окей? Вот, поэтому на ярмарках вы, скорее всего, не скорее всего, вы 100% увидите то, что нравится чехам. То, что они готовы покупать за деньги. Я не всегда готова все там покупать, потому что многие вещи, мне кажется, максимально странными, максимально нелогичными. Мне кажется, некоторые поделки мы делали в классе, не знаю, 4-м, 5-м. Вот, но при всем при этом это чехи, это то, что им нравится, это то, что вам поможет понять лучше чешскую культуру, чешский менталитет. Это то, что они никуда не торопятся, что они готовы посвятить одному делу всю свою жизнь, будь то работа в ресторане, будь то, я не знаю, там, карьера артиста, там, еще кого-то. Плюс ко всему, я бы сказала, что они не очень любят всякие разные выставки, какие-то вот выделаны там штучки. Это вот я первое время, когда переехала, я все пыталась найти какие-то места, в которых было бы действительно интересно, красиво. Они, наверное, больше про удобно. Если это удобно, то это окей. Им не нужно сделать ресторан в каком-то супер-пупер стиле. Там есть столы и стулья, этого достаточно. И как бы да, сходить в господу, сходить на ярмарку. Блин. Ну, наверное, это больше всего вам поможет, да, как-то понять то, что им нравится.
Да, ну и вообще ходить по улице, на самом деле, не по туристическим улочкам, а где-нибудь подальше. И тогда уже будет тоже понятнее, как они живут.